Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком. 10 место. Любимое блюдо. Момент, который вызывает у нас самые разные ассоциации. Кто что хотел, то и нафантазировал. Как шеф-повар приправляет свое блюдо, так и Тэхён приправляет Чонгука своей любовью, вниманием, своей особенной специей. Этот зрительный контакт в начале, и то, как Тэхён не делает вид, что посыпает Чонгука солью. Этим действием Тэхён как бы говорит: «Он мой, и я его съем». Эта собственническая нотка, поданная с такой игривостью, просто сводит с ума. Это признание в том, что Чонгук его добыча, его сокровище, его главное блюдо. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему «Почему на двух последних концертах было мало взаимодействий вигу?» Вопрос, который волнует многих вигукеров. Обсудим. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Еще одно подтверждение. Почерк мастера в каждом кадре. Если вы думаете, что любовь — это только слова, объятия и взгляды, то вы просто недостаточно внимательно следите за их цифровым следом. Хотя многие уже знают, что видео Тэхёна монтирует Чонгук, но все равно приятно каждый раз замечать одинаковые эффекты редактирования у обоих. Чонгук уже давно стал его личным мастером видео, и этот факт сам по себе вызывает улыбку, правда? 8 место. Он растаял как снег, когда выглянуло солнышко. Иногда нам нужны не сложные теории, а простые кристально чистые моменты, которые кричат от чувства громче любых слов. Вы только посмотрите на это. Тэхён превратился в лужицу, как только Чонгук начал приближаться к ним. Это похоже на то, как если бы хрупкий цветок, который держался под ветром, вдруг раскрыл свои лепестки, почувствовав тепло солнечных лучей. Чонгук для Тэхёна — та самая энергия, та самая сила, которая заставляет его меняться. Чонгук для Тэхёна — это солнышко, которое выжигает все сомнения, все маски и все холодные слои, оставляя лишь чистое искреннее тепло. 7 место. Какова вероятность? Общий гардероб вигу. Мы обсуждали историю с серой кофточкой, которую сначала носил Чонгук, а потом стал носить и Тэхён. Как оказалось, у Чонгука есть еще одна такая же модель, только в другом цвете. И у нас возникает вопрос, как скоро мы увидим и Тэхёна в этой кофточке? Тэхён не отжал у мужа серую кофточку. Получится ли забрать и черную? Моя интуиция кричит: вероятность этого события стремится к 100%. Так что пока мы ждем, когда Тэхён отвоюет себе черную кофточку, давайте наслаждаться этим процессом. Ведь каждый такой момент — это еще одно подтверждение их неразрывной связи, их общей жизни и их бесконечной любви друг к другу. 6 место. Надежное плечо, плечо мужа.
Даже если на последних концертах взаимодействия Вигу были немногочисленны, одно оставалось неизменным – связь между ними была ощутима, как и всегда. Хоть это были и мгновения, но Гуки не мог не подходить к любимому. Даже если вокруг шум и толпа, инстинкт всегда ведет его к надежному плечу. Плечо, на которое всегда можно опереться, когда мир вокруг кажется хаотичным. Плечо, которое дарит ощущение защиты и тепла. Они показывают нам, что настоящая связь не исчезает, даже если ее не демонстрируют на каждом шагу. 5 место. Любимый ковбой. Обожаю смотреть на то, как Чонгуки буквально зависает, глядя на своего невероятного Тэхёна. И вот он, тот самый Тэхён, который превращается в магнит для глаз Чонгука. Даже после того, как Тэхён остановился, Гуки продолжал на нем залипать. Этот взгляд, этот взгляд. Он не просто оценивает, он впитывает. Он говорит: ты самая красивая, что я вижу прямо сейчас. В нем читается искреннее восхищение, возможно, легкое удивление тому, как один человек может сочетать в себе столько обаяния, таланта и красоты. 4 место. Я все равно хочу быть рядом. Хоть мы и не поняли до конца, что было на 2 последних концертах между Вигу, Чонгук не собирался сдерживать себя. Даже если нельзя, я все равно хочу чувствовать твое тепло. Посмотри на меня, улыбнись мне, дай почувствовать тебя. Чонгук не получил улыбки от Тэхёна, но он не сдавался и постоянно подходил к нему. Он вел себя как любящий человек, который ни за что не отступит от любимого. Любящий человек никогда тебя не оставит. 3 место. Кажется, Тэхён думал совсем не о мёде. Если кажется, значит не кажется. Я все еще мечтаю о способности читать мысли Вигу. Чонгук облизывает ложку с медом, и в этот момент Тэхён глотает слюну и о чем-то задумывается. Мне кажется, Тэхён подумал не о меде. Что ему мешало подойти и съесть мед? Похоже, то, как Чонгук ел мед, всколыхнуло мысли Тэхёна. Думаю, у Тэхёна заиграла фантазия, оттого у него и была такая сладкая реакция. Его взгляд стал резко голодным, искушенным, но не от голода в прямом смысле. 2 место. Временное затишье не отменяет всего того, что мы видели и чувствовали раньше между Вигу. Не будем раздувать из мухи слона и вспомним эти нежные и таинственные моменты Вигу. Момент, когда наши влюбленные не могли разойтись, и эти секунды столкновения были такими чувственными, что хочется кричать от эмоций. Эта обескураженная и слегка смущенная улыбка Чонгука выдает его все чувства и эмоции. Обычная ситуация, они уже засияли, а внутри запорхали бабочки. Если так заулыбались, то наверняка бабочки были. 1 место. Как старательно Тэхён фотографировал свое сокровище. Вчера вышел скетч BTS в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу, и мы увидели очень милый момент, как Тэхён старательно фотографировал своего Гуки. Тэхён, наклони голову чуть ниже. Чонгук, это приложение? Ты в последнее время изучаешь камеры, да? Тэхён, верно. Чонгук, о, это приложение. Тэхён, настройка освещения, чуть больше сверху.
И то самое фото, которое Тэхён публиковал у себя. Мне так понравилось, что Тэхён не просто абы как фотографировал Чонгука, а он ему давал советы, делал много попыток и был таким сосредоточенным. Для него это было важно, и это о многом говорит. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!